Чего, Раиса, ты призадумалась так? Да, вот думаю, что пора копать чеснок. Сегодня убывающая луна, знак Телец, уникальное время, когда очень хорошо все питательные вещества, именно вот куда они отправляются. Вот я уже попробовала здесь, выкопала и смотрю, что уже действительно, вот видите, уже начинает здесь коричневым становиться, вот эти сухие верхние такие одежечки. Да, он еще зеленый, но здесь вообще все уже почти сухое. Хорошая корневая система, но идут, снова же циклон идет, и как будто бы будут дожди. Даже без дождей Телец, замечательное время. Это то, что дает возможность нам хорошо, во-первых, сохранить, чтобы он дошел, этот чеснок. Вот все условия, которые нам нужны, вот это посадка в знаке Телец, козероги я делала, дни корня. И вот копать тоже нужно в очень хорошие дни. Кстати, у нас есть календарь на июль месяц для сбора урожая лука и чеснока. Специально его подготовила по вашей просьбе. Так вот, если собирать его в гнилые дни, а гнилые дни это стихия воды и тоже стихия корня, земли, это дева. Ни в коем случае чеснок не будет храниться, какой бы он красивый не был, какой бы, даже если вы посадили в правильное время, получается, что если убираешь чеснок в гнилые дни, то чеснок не будет храниться. Ну вот я смотрю, что, во-первых, смотрите, у меня еще вот здесь есть несколько оставлено, я на грядке оставила стрелочки, которые были, вот помните, мы их срезали, когда собирали для стрелочки, для того, чтобы семена свои получить, у нас они находятся в отдельном месте, а вот некоторые я оставила, те, которые были послабее, и вот они выровнялись уже, видите, стрелочка. Это тоже знак, что пора собирать. Телец, убывающая луна, замечательное время. И сам чеснок, я уже смотрю, тоже, вот смотрите, мы не должны дождаться, чтобы он растрескался, он тоже не будет храниться. Ну и как мы копаем. Очень важно тоже этот момент копания чеснока. Очень аккуратно и поддеваем. И, естественно, да, это долго, но вот вижу, что уже все, весь чеснок нужно собирать. Вот, аккуратненько руками. Кстати, для начинающих я видела, у знакомых пришла, они копали чеснок. Берут и вот так стучат по лопате. Если вы где-то здесь ударили, и здесь есть какой-то удар и нарушение ткани, то, естественно, он начнет гнить и не будет нормально храниться. Но ребята послушали меня и стали копать нормально. Хорошо, что я вовремя подошла к ним. И, естественно, они уже изменили ситуацию и будут копать хороший чеснок в этом году. И будут копать этот чеснок уже правильно. Вот, легонечко копаем. Кстати, у меня тут уже высажена хризантема. Надо будет ее посадить снова. Поспешила, но... О, видите? Такие грозди земли. Вот. И вот таким образом. И, кстати, у нас сейчас прохлада. Поэтому где-то на часик я оставлю здесь просушиться. И мы будем его готовить на хранение. Как на хранение? На дозаривание. Для этого нужно будет сделать некоторые нюансы, некоторые дела. И мы сейчас об этих дальнейших мероприятиях расскажем. Но сегодня, самое главное, я вам просто рассказываю. Сегодня и завтра можно копать чеснок. Кстати, можно копать и будет в ближайшие дни, потому что дальше близнецы, это знак стихии воздуха, тоже очень хорошо для того, чтобы чеснок хранился, тоже хорошо копать. Дальше там пойдет уже новолуние, знак рак. Ни в коем случае не копайте в раке. Вы сразу же весь урожай свой уничтожите. Вот. Поэтому сейчас у нас самая важная задача не жарко. Если же у вас жара, вот, сразу же вопрос, отвечаю на вопрос. Если сильно жарко, тогда не оставляйте чеснок даже на полчаса. Что происходит? Сейчас солнце совсем другое. И той стороной, где будет припекать солнце, этот чеснок варится, запекается. Если одна начинает гнить, естественно, заражает и других этим нехорошим делом. Вот, поэтому, если есть
такая вот уникальная возможность, вот как у нас сегодня, погода очень хорошая, мы оставим буквально на некоторое время, на полчаса, для того, чтобы подсох. Ну и дальше покажу сейчас, что мы будем делать дальше. Потому что это то, что будем делать дальше, очень важно. Вот смотрите, я сейчас еще проверила весь чеснок, прошлась. У меня 3 сорта. Это вот Зора, вот это Любаша, у нее есть такая особенность. Вот смотрите, то же самое готовый чеснок. И Мюнхгаузен, то же самое. Сейчас самое время, надо все это собрать. Ну, естественно, отдельные ящички. Вот, хороший чеснок, весь хороший. Что делаю дальше? Так, это вот сюда. Это у меня в разных местах. Далее, очень важно, чтобы чеснок, то ли в висячем состоянии можно его подвешивать, где-то, чтобы был сквозняк, чтобы вот эта часть, вот эта борода так называемая, корешочки, чтобы они, к ним поступал воздух. Вот тоже, кстати, вот с этой части еще часть питательных веществ сюда в чесночок вернется. Где-то 2 недели у меня, 3 недели он вылеживается, дозаривается. И вот отсюда, с этой части, тоже все питательные вещества тоже пойдут сюда. Ничего не обрезаем, ничего, никаких процедур не делаем. Значит, как можно меньше различных ударов, прижиманий. И вот так в ящички слаживаю их, чтобы, вот видите как вот. И у нас был такой опыт не очень хороший. Мы в ящички сложили и там, где у нас хранится, положили на землю. Сейчас мы это делаем по-другому, потому что получается, что нету доступа воздуха. Я беру ящичек пустой внизу, вот, и сверху вот ящичек с чесноком. И получается, что есть доступ воздуха снизу, здесь не гниет, не портится. И чеснок постепенно вот дозаривается, постепенно уже готовится к тому, чтобы сохраниться хорошо зимой. И, естественно, уже мы видим его, конечно, как сверху тоже это все высыхает. Ну, когда момент уже полного дозаривания, мы покажем, что мы будем делать. Ну, потом очень легко и эта борода уходит, эти корни. Но сейчас самое главное, не тревожьте корни, аккуратненько вытянули. И ни в коем случае никаких ударов не только по корням и по самим самому чесночку. И здесь тоже никаких не должно быть ударов. Все должно быть очень спокойно, должно быть с любовью, как мы высаживали. И, естественно, теперь уборка. Еще раз напоминаю, что у нас есть календарь. Это очень важно. Многие потом жалуются, что неправильно мы рассказываем о том, как храним. А вот этот момент, время сбора урожая, имеет очень большое значение для того, чтобы в дальнейшем хорошо зимой сохранить чеснок. Ну что ж, мы собираем чеснок. Это у нас юг Украины, юг Одесской области, город Измаил. И это регион, где раньше всего созревает чеснок. Тем более это озимый чеснок. Поэтому мы уже собираем. Вы смотрите вот за всеми показателями. У вас ровная стрелка уже. Вот такое состояние у чеснока. И собирайте чеснок. Даже если дождь. Конечно, желательно в сухую погоду это делать, но если уже чеснок готов, нужно его собирать, высушивать, ну и дозаривать и готовить его к зимнему хранению. Раиса Гальченко, Александр Волик показали и рассказали, как мы собираем чеснок, когда мы собираем, как определяем его готовность к тому, чтобы его собирать. Прощаемся с вами до следующего видео. Всего самого доброго вам. До новых встреч. Пока-пока.